Вот не перестаю я поражаться находчивости, сообразительности и нахальству братьев наших меньших. Вроде бы тема не новая, но узнаешь какой-то неизвестный факт и теряешь дар речи. Моя дочка прошлым летом кошку с прогулки притащила. Показалось ей, что животинка кушать хочет очень. Накормили мы ее и обратно на улицу выпустили. Дочка ее отнесла туда, где взяла в соседний двор. Утром выхожу я на работу, а кошка вчерашняя у нас под дверями сидит. Кто-то, видимо, поздно вечером шел и дверь в подъезд не закрыл. Вот она и зашла. Запомнила место, где вкусно кормят. Теперь эта кошка регулярно к нам столоваться ходит, утром и вечером. Причем дешевый корм она не ест, только самый дорогой ей подавай. А зимой она еще и на ночь оставалась. Мы ее пытались под батарею укладывать на старое одеяло. Но нет, ночевать кошка предпочитала на диване в коридоре или на дочкином стуле. Не царское это дело на полу лежать, пускай и на одеяле. Хорошо хоть, она очень чистая, несмотря на дворовую жизнь. А еще недавно мы в зоопарке были, и там в вольере с шимпанзе специальная труба была, в которую посетители бросали угощения, яблоки или бананы. Один, видимо, самый наглый шимпанзе, уселся возле этой трубы и никого из сородичей к ней не подпускал. Все бананы съел, которые из трубы вылетели, а яблоки ему не нравились, поэтому он их остальным обитателям вольера раздавал. Вот такой хитрец. Но, наверное, самые нахальные животные на свете – это бабуины. Эти существа давным-давно поняли, что жить возле человека выгодно, полезно и приятно. И ладно бы бабуины вели себя прилично и не создавали неудобств соседям. Так нет, с самого начала жизни вблизи людей они показали себя с не самой лучшей стороны. В местах, где очень много этих животных, даже дежурят вооруженные полицейские. Но и они не всегда успевают среагировать, если бабуины начинают беспредельничать. Поэтому туристов, путешествующих в эти места, предупреждают лучше сразу и без сопротивления отдать бабуину все, что он захочет взять, потому что это зверь довольно агрессивный, и его поведение невозможно предсказать. Они перемещаются большими стаями под предводительством нескольких вожаков. Такая банда может, например, ограбить и серьезно повредить автомобиль, обнести сад, ворваться в дом и учинить там разгром. А еще бабуины обожают совершать набеги на городские помойки, ведь там легче всего отыскать еду. Их не рискуют трогать даже гиены, которые тоже любят копаться в отходах. А еще бабуины заводят себе для охраны собак. И где, вы думаете, они их берут? Конечно же, воруют у людей. Причем взрослые псы бабуинов не интересуют, ведь взрослую собаку приручить тяжело, а иногда и невозможно. Поэтому обезьян интересуют только щенки. Разжившись малышом у потерявшего бдительность местного фермера или у бродячей собаки, бабуины заботятся о нем как о своем детеныше. Они кормят щенка, играют с ним и никогда не обижают. А потом малыш вырастает и становится для обезьян преданным охранником и защитником. Вместе с другими собаками из стаи он охраняет бабуинов во время набегов на помойке и не разрешает другим животным приближаться к свалке, пока обезьяны из стаи не закончат поиски съестного. При этом бабуины не считают собак равными себе. Для обезьян они всего лишь существа, которые приносят пользу, но не более. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.